Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 октября. Что или кто появится неожиданно. И, конечно, это может быть сама по себе неожиданная новость или неожиданное предложение. А может быть, это и человек. Может быть, просто информация или неожиданный инсайт, когда вы на что-то захотите решиться или что-то попробовать, согласиться, я такого тоже не исключаю. И в начале нашего расклада колода 78 дверей, где принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Как открыть? Ну, или куда мы сами не пойдем, может быть и так, да? Вот потоковая информация, что нужно услышать. Возможно, сфера жизни, в которой вам доведется принимать важные решения. Итак, знак судьбы. Первая карта, вторая карта и третий знак судьбы. И раскроем поподробнее, кто или что появится неожиданно. С чем это связано? Для рыб с 10 по 20. Что или кто появится неожиданно. И немножко как развернем, раскроем причины и следствия. Что это означает? Или на пороге каких событий вы стоите. И третья карта, к чему это все идет, зачем все это было нужно. Чего ждать в сфере любви, взаимоотношений, личной жизни. Чего ожидать по финансам. Ну и сфера ваших достижений. Учеба, работа, контракты, соглашения, документы, важные бумаги. Ну, то есть все наши дела. Давайте будем узнавать. Вот явно какая-то закрытая дверь, куда нам не стоит не спешить, не ломиться, не пытаться ее открыть. Вообще это карта ожидания, какого-то нашего поражения в каком-то вопросе. И здесь, понимаете, не ставить перед собой каких-то пустых, может быть, надежд. Тут ведь буквально пустое ожидание. Вот эта дверь, к которой когда-то пришла девушка и присела так на порог в ожидании того, что ну откроется же дверь. А в итоге дверь заросла плющом, ну и она сама успела состариться. Вот явно есть какой-то, может быть, проект, у кого-то это какое-то дело, может быть, и оно вот, понимаете, у вас оно не движется. Вот то, что я бы сказала, как знак судьбы. Оставьте то, что, может быть, вы много раз пытались как-то продвинуть, да, или пусть это даже проект какой-то, но именно сейчас не идет. Возможно, через какой-то период времени вы к нему вернетесь. Но сказать, что вот с 10 по 20 вы буквально там все силы бросили на решение какого-то вопроса, по которому у вас была заминка, то тут вряд ли вы что-то измените. Мы можем много потратить сил, а в итоге дверь не откроется. Вот проанализируйте, какая составляющая в вашей жизни не развивается никак. Может быть, это у кого-то сфера отношений, взаимоотношений с конкретным человеком. Или это касается вашего вида деятельности. Давайте второй знак судьбы. И вот смотрите, знак судьбы. Тут у нас Луна. Я надеюсь, видно хорошо. По Луне это 1000 неопределенностей. По крайней мере, можем связать эти две карты, что тут, да, что-то быстро не продвинется. И вот ведь по этой карте мы как будто должны сами себя сохранять. Почему я так говорю? Двери под наклоном. И девушка беременная в ожидании ребенка прогуливается вдоль берега. И это все то, что я сказала, что вот сейчас, как ни педалируй, не ускоришь. Какой-то определенный срок, как высшие силы, имеют на вас свои виды, у вас своя миссия. А я должна сказать, ведь для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, как и конец 2025, так и буквально туда до конца июня практически. За счет Юпитера в Раке для вас это доброе время. Но, видимо, чем вы будете заниматься? И основные силы, может быть, с 10 по 20 должны быть брошены на ваше благополучие, где-то на самосохранение. И, может быть, даже не участие в тех вопросах, куда вам буквально и не нужно, мои дорогие. Мы должны как будто в эту башню попасть. И пусть эта дверь сложно вот так открывается. Пизанская башня, поэтому и дверь под наклоном. Ну, так художник решил изобразить. И на первый взгляд у нас может быть ощущение, да эта башня, вон она сейчас того и гляди рухнет. А мы знаем, стоит веками, еще века простоит.
Поэтому как будто это единственное место безопасности, куда мы должны попасть. Но вот незадача. Ключей нет, а сидит хамелеон. И для того, чтобы эта дверь открылась, придется договариваться с хамелеонами. Пока, ну точно не время вынесения вердиктов, обещаний, брать на себя обязательства. Может быть, и у вас какой-то проект, он быстро не развивается, а значит, ведет этот проект и могущественная сила, и здесь все случится в свое время. Ведь аркан Луна говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Не торопитесь куда-то. Третий знак судьбы. Карта императрицы. Мои дорогие девочки, правда, у кого-то, да еще Луна, я жду ребенка. Я могу допустить, мои дорогие мужчины, может быть, это ваша любимая женщина ждет ребенка, ну кто знает. И это сразу на себя, ну, как бы за собой, точнее, влечет ряд вопросов, где, что, проживание, да, обустройство быта, каким образом, отношения, то есть сразу ворох вопросов. Хотя это может и означать для любого из вас или любой из вас, когда, ну, и вы будете обустраивать свое благополучие, решать вопросы и дома, где-то участвовать в вопросах семьи. Если вы даже один или одна, все равно, значит, обустраивать свое жилище или какие-то вопросы, которые именно касаются благополучия. Это где-то и наши планы, потому что императрица, она всегда плодовита. И не только буквально, да, в сочетании с Луной тем более. Но когда это ваш план, когда вы хотите что-то свое создать, или тот план, который вы хотите реализовать в жизни. Здесь может быть как новая идея, но, безусловно, по императрице. Здесь может быть как и важная женщина в вашей жизни. И неважно уже, кто меня смотрит. Или тот человек, который вам помогал, тот, кто вас любит. Может быть, это и ваша любимая женщина, но у кого-то. Это просто кто-то из родственников, из друзей. Или руководитель, может быть, тоже такое, знаете, ну, не совсем шефство, да, как над вами, но у вас сложились доверительные отношения, когда вам это все помогает. Тут и новые планы, и новости, и проекты. И есть то, что вы все-таки не можете ни изменить, ни ускорить. И больше придется, видимо, думать, как, что с этим делать или как провзаимодействовать. Давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. Любовь, мои дорогие. Может быть, это даже в паре новые планы какие-то по части переезда, ну или все то, что я сказала. Может появиться, вполне вероятно, тот человек, которого вы когда-то знали, а потом отношения встали на паузу или была ссора. Может быть, вы его и знаете. Может быть, это в ваших парах, мои дорогие рыбы и рыбки. Были какие-то недоговоренности, друг друга не поняли. Разошлись, вот как в море корабли мы говорим. По пятерке мечей, правда, могла быть ссора. Или называется эта карта Пирова победа. Пирова, потому что нет ни выигравших, ни проигравших. Оба как будто каждый при своем мнении разошлись в разные стороны. И нам карта больше говорит о том, что вот это противостояние, оно никому не полезно. Может быть, это как попытки примириться у кого-то и так. Вообще добрая карта. Тут, если кто-то появляется в вашей жизни или буквально, может быть, почетный компромисс вам предлагает, как будто нужно соглашаться. По пажу жезлов весть. Вот что это значит, правда. Часто пажи – это именно вестники. Но в нашу цифровую эпоху это может быть не буквально только письмо, да, само по себе бумага. Хотя у кого-то из вас именно бумага. Но это может быть звонок, сообщение в мессенджерах, да, СМС, все что угодно. Ну, наверное, как отправная точка от чего-то нового, когда вам придется делать выбор. Все-таки нам Паш показан в этой колоде. Он выбирает, куда он идет, направо, налево. Думает, куда он вообще, на что он согласится и что это будет за путь на продолжительный период времени. Какие-то первые шаги вам придется делать. Или делать этот выбор. Точно, выбор. Двойки мечей – это всегда сложный достаточно выбор. Слушайте свою интуицию. Вот обратите внимание. Это Таро ведьмочек. И наша ведьмочка бросает мечи, ножи, да, вот в мишень. И она ведь не смотрит. Она как будто закрытыми, завязанными глазами бросает этот меч, нож и попадает прямо в яблочко.
Вы люди очень интуитивные. И у нас такой период сейчас, когда мы можем слышать много информации, мы можем слышать вообще что-то такое разрозненное и не связанное, или то, что не поддается логике, как вот ни в какие ворота не лезет, да, вот есть такой момент. А интуиция, тем не менее, на уровне подсознания вам будет давать правильные подсказки. И поэтому, как все обернется или к чему все идет, какой-то окончательный вердикт нужно принять или сделать, видимо, решение какое-то, может быть, вам принять, или заявление, может быть, даже. Тут у кого что, с чем связано. По мечам это и интеллект, но в данном случае это именно когда мы слушаем подсказки шестого чувства. Вот здесь вам будет подсказывать правильно. Значит, посмотрите, есть двое, есть пара. И, конечно, двойка кубков – это карта любви, влюбленных, доверительных отношений, искренних отношений. Но у кого-то это, может быть, нашла коса на камень, и нужно помириться, а у кого-то еще и выбор, который касается личной жизни, и, может быть, вполне. По пажу жезлов могут быть такие вопросы, которые связаны с документами, с работой. Все-таки жезлы – это дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят финансы. И значит, и личная жизнь, ну, наверное, все сферы жизни как будто увязываются воедино. И это будет единый выбор. Вот вам как будто стратегию и тактику на какой-то последующий период придется принимать. Чего же ждать в личной жизни? Ну, некоторая усталость. Может быть, это ваша многозадачность по части семьи и труда, именно того домашнего труда, много обязанностей. И нам ведь всегда по этой карте говорят: делегируй. Вот у тебя сейчас какие-то другие совершенно вопросы, когда тебе нужно с чем-то очень важным для тебя самого разобраться. А тут мы можем по привычке во что-то включиться, а вы, мои дорогие, вы люди, наделенные эмпатией, вы любите своих близких, вы чувствуете меру ответственности, поэтому вас к чему-то приобщить легко, я бы сказала так. Или просто даже потому, что вы хотите кому-то искренне помочь, кстати. Мы тоже можем включиться в некоторые вопросы, а потом из последних сил будем тянуть вот эти, как тут метлы нам, да, вязанку из этих метел. И вроде бы нам показана ведьмочка, обратите внимание, она даже не смотрит, как будто она себе говорит: я должна, должна, должна. И вот в эту гору тащит вот этот груз. А нам говорят: да брось ты ничего не должна. Вот почему эта карта, она и усталость. Здесь может быть и усталость, кстати, от взаимоотношений, а может быть, это не сами взаимоотношения, а вот именно эта многозадачность, когда мы, бывает, ведь включаемся, особенно для людей, кто в паре, семейных. Согласитесь, мы забываем, что когда-то это была легкость, это когда-то были бабочки в животе. А вот эта рутина, обязанности, они нас настолько сковывают, делают как будто заложниками обязательств, когда мы становимся, ну, в этом нет ничего, понятно, плохого, но это превалирует, когда мы муж и жена, когда мы мама и папа, когда мы вот уже застряли где-то в этих обязанностях или вот в этих каких-то многих задачах и уже света белого не видим. Но все же карта нас призывает отдохнуть. Вот отдохните, мои дорогие рыбы и рыбки. Для вас это и вашей личной жизни, и планом на будущее. Ну и понятно, для того, чтобы попасть четко в яблочко вот по этой мишени, нам нужен как необходим разговор с собственной интуицией. А если мы уставшие, то уставшие люди делают ошибки. Отдыхайте вот тут точно на личную жизнь, тем более императрица, мои дорогие, выпадает. Ведь императрица – это, в принципе, символ нового «я». Какая-то внутренняя перезагрузка вам совершенно необходима. И главное, раз Луна выпала, вы что-то не можете ускорить. Вот аналитика – самое время. Интуиция – дважды. Но сказать, что вот прямо так вот полетели мы куда-то или быстро мы какой-то вопрос решили – нет. Всему свое время. Чего ждать в финансах? Смотрите, по пятерке кубков. Ну, конечно, тут эта карта недостатка. Всегда пятерка – это некоторая такая, как диссонанс. Или вы пытаетесь решить какую-то проблему финансовую. Может быть, вы хотите поменять работу, или вот уже время как бы настает, да? Или
финансовый какой-то пролапс, как вот не стыкуются какие-то доходы, расходы и в соответствии с тем, что вы хотите приобрести или хотите сделать. Здесь это может быть побудительным мотивом как раз что-то и выбирать, но, может быть, и решиться на что-то придется. Повторяюсь, мелкая карта. И если в чем-то у вас оказался минус по финансам, помните, что это не есть еще какая-то основа. Повторяюсь, мелкая карта– это какой-то короткий период. А если даже мы, ну, к примеру, приобрели что-то не то, или сломался какой-то предмет, я такое могу допустить. Ну, или был через, вот как все-таки это кубки чувства, да, надеялись на что-то одно, тут вот, ну, раз тебе что-то пошло совсем не так. Или больше расходов, например. Ну, так тогда все равно вы сумеете это решить. Но тогда вам дважды, трижды нужна свежая голова. Стив Джобс, мне очень нравятся эти слова, пусть я недословно, но смысл такой: когда не хватало денег, я садился думать, а не бежал работать. Ну, там буквально с подсмыслом вкалывать. То есть перед тем, как действовать, активничать, нужно сначала подумать. И кто знает, какой-то проект или альтернативный вариант вы явно для себя по финансам найдете. Тем более императрица, я бы сказала, есть как группа поддержки или тот, вы как будто не одни, тот, кто вам помогает. Ух ты! У кого-то, правда, вопросы личной жизни и согласований. Может быть пересмотр личных взаимоотношений в сторону оформления взаимоотношений по разным причинам. Тут у нас и беременная девушка, а тут у нас пара императрица и император, мои дорогие. И пусть это две разные колоды. На ваши достижения у вас сейчас действительно нарастает, ну или как энергия идет по нарастающей, когда вы можете свой проект осуществить. Но все же не с наскока. Тут правильно распределите силы, да и вообще, что с вашей идеей делать. Может быть, идея не идет в каком-то чистом виде, финансовая, да, или каким образом вы планировали будут приходить деньги. Явно какая-то перерокировка от вас потребуется. Но, видимо, это будет совершенно необходимо, потому что на последующий период у вас как будто умножатся возможности. Может быть, вы решите или решитесь на что-то. А может быть, и такая ситуация: не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну или неожиданность сама по себе вам как-то помогает, придавая вам, знаете, как импульса принять решение. Может быть, так бы вы еще долго думали. А вот здесь у кого-то может быть связано и с тем, что нужно брать ответственность на себя. Вот я такого не исключаю. А для кого-то из вас, как ваши достижения, важные согласования, еще могут быть бумаги важные, да. Ну, может быть, у кого-то даже это будет, я так могу предположить, потому что вот выбор дорог, у кого-то получение визы, или возможность куда-то поехать, отправиться. Не случайно нам тут вот император как карту какую-то чертит. То есть это какая-то может быть и многоходовочка. Поэтому будьте мудрыми императорами по части собственных решений. У вас ресурсный период начинается, но его нельзя сделать, как вот знаете, я иногда говорю по императору, есть два мнения, мое и неправильное. Ну нет, а мудрый император понимает, что он не влияет на людское мнение, раз, и он не влияет на обстоятельства. Поэтому одно и второе нужно соединить. Или для того, чтобы достичь какой-то цель, нужно корректировать мелкие планы. Вот будьте к этому готовы, к коррекции планов. Ну, в общем-то, где-то мы об этом и говорили. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю за ваши чудесные комментарии, искренние и душевные. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.